98, 99, 100. Ну вы бы хоть попытались спрятаться. Марио Берри, наш подросток. И вот знаете подростков на Netflix, которые выглядят на 30 и умеют делать все на свете? Вот это Марио. Точнее, я постараюсь сделать его таким, потому что эти жизненные цели доступны только пока он подросток. Терять их не хочется. Это жизненные цели, а не ключи. Да, такой у нас тут юмор. Так что сегодня я постараюсь их все исполнить. Он у нас будет и драмой Queen, и тем достигатором, который хочет уметь все. И разгульная жизнь про него, и легенда при жизни тоже про него. Написать в кролике общения 5 раз. Новый пост, игровая трансляция, радостно, все прошло хорошо, домашняя работа, уверенно ее сделал, вернулся с работы, которой у него нет. Вообще-то. Напишем о том, какой это был стресс. Ври до конца. И это 2 поста. Подожди. У меня более-менее нормально с математикой. Я ЕГЭ на 32 балла сдал. И я могу сказать, что это было не 2 поста. Книга. Радостно. Да, знаете, страх, который появляется, когда играешь в Sims. И такой, интересно, получится ли у меня выполнить эту жизненную цель? Не из-за навыка, а из-за того, что не забагована ли она вообще. 10 друзей подросткового возраста. Это... Ладно. Следующая жизненная цель. Пока эту мы оставим на школу. Записаться на внеклассное? Изи. Сейчас только найду. Вот, в работе. Марио у нас растяпа, который берется за все. Он любитель легких, быстрых результатов. И, о да, все такие подростки всегда капитаны футбольной команды. Правда, нам придется бросить стримы. Но это не страшно, ведь шило в заднице Марио такого размера, что Лана Роудс сидит тихо завидует. То есть, я не знаю, кто это такая. Да, вы видите, что Марио довольно забитый персонаж в свои, сколько там ему, 17 или 18, когда у людей старшей школы, может даже 16. Но это потому, что он такой, пофиг. Тем более, живет он один в этом доме. Единственный договор с родителями — это то, что учиться надо хорошо и универ закончить по престижной программе с отличием. Все, делать, что хочешь. И он выбрал делать домашку. Можно немного аплодисментов Марио в комментариях, пожалуйста? Класс, за минуту до школы успели сделать домашку, присоединяемся, идем. И я постараюсь сегодня сконцентрироваться именно на геймплее внутри школы. Представьте, что у нас такой американский сериал, американская музычка. И да, я сейчас буду перекидывать мяч с директором школы. Не обращайте на эти мелочи внимания. Это условности. Главное, глаз ей не выбить. Слушайте, она может? Может, она будет нашим капитаном? Так странно, мяч хоть в руках скачет. Игра, с тобой все хорошо? Ты начнешь тренироваться или нет? Вот так ты не выиграешь. Спасибо. Все, пора на уроки. Черт, я даже не успел подготовиться к экзаменам. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Только успей, пожалуйста. Не, ну если ты так идти будешь, то все уроки закончатся. Сейчас... началось. Учитывая, сколько они ходят. Нас директор обгоняет. Почему ты не можешь поспешить, господи? О боже, почему так долго? Да, становись с ней поговорить еще. Господи, Симс, ты будешь работать или да? Можно как-то быстрее. Мы опаздываем на первые занятия. Надеюсь, это считалось то, что он успел, потому что он пришел на 5 последних минут урока и такой... Привет, учитель. Кстати, да, вот что нам нужно сделать. Сказать привет, учитель. Респект и уважух к тебе. Слушайте, это работает. Теперь, пока учителя не знают, мы тут выполняем разгульную жизнь. Устроим шалость, испортим доску перед уроком. Потому что ты никогда не знаешь, на чьей стороне Марио. Это человек, который сам не знает, чего от себя ожидать. Как вы думаете, другие должны чего-то ожидать от него? Эту доску тоже испортим. Просто потрясающе. Да, и перед тем, как начнутся уроки, нужно познакомиться со всеми. Потому что, помимо всего, мы должны еще и дружить с 10 подростками. Без этого нам не стать легендой при жизни. Ах да, зачем все это нужно, кроме того, что этого не повыполнять во взрослом возрасте? Нам дают награды. Не то чтобы они сильно важные, но, как можете видеть, либо становишься бесстрашным, либо становишься тем, у кого шанс успеха на работе выше, и всякие такие мелочухи. Хотя на самом деле мне безумно не нравится, как здесь описаны награды за жизненные цели. Потому что в любых других тебе четко пишут, что, например, здесь сон под звездным небом будет давать особый мудлет. В сказочном богатстве, например, вообще моя любимая бонусная черта, потому что ты будешь получать деньги каждую неделю, 5% от всего своего бюджета. Жизненные цели подростков нам пишут всякую ерунду. Легенды — это популярные персонажи, на которых все хотят быть похожи. Они заслужили уважение и теперь могут попробовать себя на просторах интернета. А так нельзя попробовать, что ли? Серьезно, худшее описание жизненной цели. Нет, никаких уроков. Нужно приветствовать всех дружески. Окей, главное, мы взяли нескольких контактиков. Дальше с помощью кролика общения без проблем вообще стать кому-нибудь друзьями. У меня села батарейка прямо перед началом съемки. У меня
одна из батарей выпала. Вниз толстые кишки, не надо про это шутить. Короче, батарейка осталась, я без запасных теперь, поэтому без контура. Надеюсь, вы смотрите меня не из-за контурного света. А что, можно на уроке вставать и просто любоваться своей фигурой? Это новые правила какие-то? Самое главное, как можно больше контактов набрать сейчас. Пожалуйста, не уходите. Еще очень мне не нравится, что в школе постоянно отменяются действия. Ты делаешь какую-нибудь цепочку, они просто пропадают в любой случайный момент. Игра такая, я знаю, что ты хотел, но не пососать бы тебе жопы. Алло, Винни. Да? Sims очень сложная игра. Только что мне дали $5000. Просто так, подростку. У меня уже почти 700. Очень сложная игра. Симулятор жизни, я напоминаю. И да, пока в качалке, потому что, чтобы продвигаться нам по нашей футбольной... Почему они называют это футболом? Но все равно, по нашей футбольной карьерной лестнице, нам просто нужно быть в хорошей форме. А, нет, он слишком воняет. А еще, вот она, эта черта, которая нам мешает. Занятия спортом идут вразрез с его характером. То есть нам нужно как-то стать капитаном футбольной команды, будучи лежебокой, который не хочет никак напрягаться. Потрясающе. Займемся социальными делами. Обед был радостным, шалость стрессовой. И почему только один из этих постов засчитался? Я не очень понимаю эту математику. Вступление в клуб. Окей. Что ж, это было внезапно. Да, еще через кролика быстро набьем себе тонну друзей. И это ради жизненной цели. И благодаря куче друзей у нас теперь еще и безупречная репутация. И знаете, что я заметил? Подростки через кролика общения гораздо быстрее становятся друзьями между собой, чем с взрослым. А еще есть небольшая подсказка, которая показывает несправедливость. Сейчас только этот случайный человек выслушает, что не буду я его другом, хватит вламываться ко мне домой. А, репутация улучшилась. Мы отказали парню, и общество такое: молодец. Короче, оказывается, ходить в школу — это только нам весело. Продуктивность быстрее будет расти, если вы будете отправлять ребенка в кроличью нору. Не в настоящую, пожалуйста, не надо. Отправляйте его в школу, если хотите повысить продуктивность. И я, наверное, несколько раз так и сделаю. Эй, ты открыл на 1 секунду. Зачем ты это делаешь? Все, хватит, уходи. Пока. Марио, конечно, офигенно социально. У нас будут вечеринки, все это будет. Но сначала нужно закрепиться. Сначала нужно стать молодцом. И знаете, очень жаль, что для тренировки с мячом нужен кто-то еще. Конечно, в какой-то степени это реалистично. Но неужели нельзя самому позаниматься, как с обычным футбольным мячом, когда у тебя персонаж футболист? Постоянно надо с кем-то контактировать. С другой стороны, окей. Игра провоцирует играть меня за Марио так, каким Марио является. Ты кто? Почему стоишь возле моего дома? Ты взрослая, я тебя даже не знаю. И я забыл переключить жизненную цель. И смотрите, домашняя работа, оп, не считается. Господи, как я ненавижу такие жизненные цели, которые выполняются только если они выбраны. Выполнил задачу, но жизненная цель не была сделана. Считай, ничего не сделал. Надо снять стресс. Где зеленая? Надеюсь, она придет, хоть и поздно. Но это же Марио. Как можно отказать Марио? Естественно. Сложная тренировка, да? Зачем позвал? Знаешь, девушка такая: круто, он живет один, у нас что-то происходит. И в 9:30 вечера он зовет меня к себе домой. Марио в это время: ну чё, покидаем мяч? Представьте, что тут мяч. Нет, футбол. Хотя вообще-то дурачиться в тележке для обжиманий нам нужно будет. Эй, не уничтожь ее. Еще пока мы с мадам можем социальные задачки повыполнять. Давай, пожалуйста. Слушай, она хороша. Если она все от Марио будет так принимать. Давайте вообще на выпускной пригласим. Не знаю, по какому случаю выпускной. У нас каждую неделю выпускной. Наверное, это разные годы, а не выпускной со школы, в принципе. С тобой, разумеется, класс. Еще, знаете, опять же, я не до конца уверен, это сгенерированный персонаж или кто-то из вас прислал. Хэштег Lars Junior на Субэри. Но она зеленая, а следующее поколение у нас тоже зеленое. Она может быть следующей Мисс Берри. Дерзко заигрывать, да. А потом слухи. Личная жизнь личной жизнью, а задачи надо выполнять. Мадам, а вы куда? Я извиняюсь. Всем нужно только играть в мой компьютер. Нет, сплетничай со мной. Найс. Маша очень нравится персонажу по имени Марио. Да, я периодически прокидываю разные шутки, то сё. То есть мы нормально социализируемся. Я не просто отбитый чел, который сплетничает ради выполнения жизненных целей. Отчасти. Найс. Мы лама с драмой. Почти. Осталось подурачиться в тележке. И этот момент можно смотреть только тем, кому исполнилось 18. Или нет. Мне пофиг. Черт, я потерял женщину в метели. Маша, ты где? Ты не Маша. Подожди, что происходит? Спасибо кролику общения. Я пофлиртую через телефон, и в принципе это должно сработать. После этого сможем дурачиться в тележке. Но сначала надо так ее спамом закидать, чтобы она такая: господи, я согласна, перестань, пожалуйста. И еще найти пирс в этой метели было бы тоже
Неплохо. Я нашел пирс, но мне не с кем кататься. Я потерял женщину в метели. Это еще один мужчина. Нет, извините, парень, я не настолько отчаялся. О, женщина. Я верный. Что ж, справляемся домой оплакивать зеленую? Или подождите. А если так? Еще раз ее пригласим. О, сработало! Правда, побочкой пришли еще целая толпа. Как Sims работает? Ладно, пусть работает как хочет, меня все устраивает. В смысле ты не можешь туда пройти? Нет, теперь меня не все устраивает. Пожалуйста, 2 часа ночи, я устал. Ладно, первый поцелуй. Но знаете, что самое дурацкое? Туда даже нельзя отправиться. Это не какой-то отдельный слот. Если ты нажмешь на М, а так можно быстро переходить в режим карты, то сюда нельзя отправиться. Ну никак, только на соседние слоты. А с соседнего слота этой парочки идти не хочется. Мне не нравится эта система. А если пригласить ее просто посидеть? Ты куда? Ты не туда, ты романтика от бога вообще. Он пошел легкой дорогой, потому что пускай страдает по метели. Марио. Альфа-гигачат. Ребят, вы не соревнуетесь? О боже. Герой-любовник. То, что надо. Правда, уже 4 часа утра, но это отчаянные подростки. Их не остановить. Давай, Марио, до последнего. О, май, нифига себе. Окей. Может он и хорош. Есть. О, нет. Я оставлю это на попозже. Другие жизненные цели. И смотрите, сегодня отпуск из-за праздника зимы, оно же Рождество. И просто хотел заметить, что я сделал для Марио тонну нарядов. Ты-то чего ко мне пришел? Нет, пожалуйста. Ни за что. Боже, невозможно играть стало. Не возмущайся, ты пришел ко мне домой, я тебя даже не звал. Теперь ты пришла ко мне домой. Боже, просто отвалите от меня, дайте мне провести выпуск. Свали. Я всего лишь хотел сказать, что Марио, как настоящий непостоянный хамелеон, постоянно меняет одежду. Я сделал тонну нарядов для него, так что то, что вы будете постоянно видеть его разным, это нормально, это Марио. Жалко, что в школу сегодня не нужно, остальные задачи у нас завязаны на школе, так или иначе. Или нет? Да господи, что ж вы все ко мне приперлись? Нет, отвали, пожалуйста. Я просто хочу играть в Sims. Я послал тебя вчера. Чего ты решил, что сегодня все изменится? Мы даже не общались с того времени. Окей, еще я сделал домашку, она не засчиталась. Плевать уже. Давайте добьем ламу с драмой. У меня есть пара идей. Смотрите, нам нужно быть злым. Сейчас у нас такая стадия, где мы непостоянный хамелеон, который принял очень злую оболочку, ну потому что, а чего всегда добрым быть? На самом деле это просто нужно по задачам. Так что в кролике общения давайте пошлем вот эту Настя. Это считается. Тогда еще раз. Нет, знаете, кого очень хочется послать? Эй! Нет, отвалите от меня все, пожалуйста. Окей, я пошлю тебя. Эй! Да, знаете, Марио как тот чел, с которым все хотят дружить, потому что он такая классная школьная суперзвезда. Но он всем говорит нет, потому что хватит, вы задолбали пользоваться моими деньгами, моими связями, в смысле родителей, семья, вот это все. Нет. Он сам по себе сам делает штуки, которые его интересуют. Что такое? Ты тоже хочешь стать нашим другом? Зачем ты пришла ко мне домой? Ты даже не стучала. Господи, хватит. Я извиняюсь, в это невозможно играть. У меня есть идея. Она пыталась нами воспользоваться. Разобьем ее сердце. Нам надо показать, что хоть у нас и не самый сильный характер, может быть, мы местный шут и такая просто знаменитость по приколу, но нами нельзя пользоваться. Поэтому вот так. О, если у тебя пара, нам нужно узнать, если у нее пара, стать с ней максимально близким, завести отношения, а потом сказать, что хватит, отвалите от Марио все. Найс. Да, все, радостно. Но она хотела нас использовать. Они все хотели нас использовать. Поэтому никакой пощады. Я понимаю, что прошел один день и все было внутри одного коридора, но я думаю, этого достаточно. Найс. А это что? Ладно, окей, я потом узнаю, кто наши соперники. Сейчас после такого неприятного дня выгнать всех нахрен из дома. Нужно подуспокоиться, нужно сосредоточиться на себе. Почитать книжку, нам нужно научные исследования читать, потому что как долго он делает домашку, когда это первый уровень, а это просто пипец. И вы не поверите, все подкатывают к Марио. Даже пришла эта мадам... извини. В смысле, покидаем мяч. Нет, она флиртует через раз. Они все хотят им воспользоваться. Это просто... Все, надо обрастать колючками. Марио точно нужно поставить себя на место. Пожалуйста, только не ударами женщин мечом по голове. Окей, мы в школе. Марио, помним, колючки. Нет, не при учителе же. Надеюсь, она не заметит. Надеюсь, не заметит. Уже она похожа немного... А может, нам ничего не будет за то, что... это Марио.
Всегда прокатывала. О, слушай, сейчас прокатила. Я прям за ее спиной это нарисовал. И знаете, я думал, мы сейчас выполним попасть в неприятности, пока разрисовываем доску прямо за спиной у этой женщины, которая все стерла и такая: вот, посмотрите, тут было что-то написано. Теперь нет, но я слишком ленивая, чтобы реально что-то еще расписать. Так что нам придется попадать в неприятности по-новому. Еще нам нужно принять испытание в T-Pose, но нельзя его стартовать. Можно только надеяться, что каким-то божественным началом кто-то из симов решит первый встать в такую позу, и только тогда мы можем присоединиться. Сами? Хотя пока мы в таком настроении, может быть, вспомнить, что мы очень любим комедию. Анекдоты, вот это вот все. Приколы. Не перед людьми, там, наверху, потихонечку, потому что сейчас мы в той стадии, где мы показываем, что нет, нельзя нами пользоваться. Но где-то там, где-то наверху, он такой: трусы в сердечко. О, подождите-ка, профориентация, это может нам помочь. Марио непостоянный, он не знает, кем быть вообще, он все и ничего. Может быть, здесь получится себя как-то найти. Кто у нас? Ученые? Ага, понятно. А ты что такое вообще? Ладно, я не знаю, кто это, а это, судя по всему... Вы пригласили мафию, чтобы она вербовала... Это точно лучшая школа. Ладно, давайте просто поспрашиваем. Вау, я не знаю, кто это сделал. Это очень хорошо. Надо знакомиться. Она слишком знаменита. Можно поменьше звезд в моем сохранении, пожалуйста? Вы делаете классных персонажей, но я не могу с ними общаться. А мне хочется. О, Андрей молодец. Приветики. Вежливо познакомимся. Подождите, в смысле 0? Как 0? Вы видели? Я спросил их. Я слушал презентацию. Боже, вы когда-нибудь задавали себе вопросы, какой могла быть ваша жизнь, если бы всего-навсего не были бы тупым? Нет. Целый день в никуда. Я займусь рутиной, увидимся позже. И под позже я имел в виду в эту же секунду. Я нашел, наконец, человека, который выполняет эту самую T-позу, так что немного постоим так... Что бы это ни значило. О, нет, я забыл опять нажать на чуждую цель. Это не считается теперь, да? Да, это не считалось. А вы тоже обожаете этот геймплей, когда постоянно просто нужно переключать цели? Потому что если цель не выбрана, то не считалось все, что ты сделал. Ладно, знаете, плевать. Я знаю, что мы вот-вот станем отличником, но плевать. Все, уходим. Это экзамен. Окей, видимо, отложим бунт на следующую неделю. И у кого живы воспоминания о ЕГЭ? Фан-факт. Я от Министерства образования больше месяца жил в Грозном, в Чечне. И, собственно, был тем человеком, который от Министерства образования... Ух ты, навык обаяния у нас хорош, давай положимся на него. Есть, раз работало. Короче говоря, я следил за тем, как проходит ЕГЭ, как к нему готовятся, как после него действует. Вот это вот все. И здесь своим опытным взглядом я уже вижу все возможные нарушения. И надеюсь, Марио сдал. Во всяком случае, Андрея мы поддержим. Он вроде окей, ему лучше. Теперь надо поддержать учителя по какой-то причине. Может, это поможет сдать нам экзамены лучше. Ой, интеллектуалы. Слушай, ему все подряд нравятся, да? Кто-нибудь встаньте в T-поз, пожалуйста. А то... Первый раз я был достаточно глупым. Найс, мы сдали отличные экзамены, и у нас теперь статус отличника. Зеленая тоже не отстает, вон скаут. И вот как в универ раньше поступить? Я знаю то, что досрочное окончание школы возможно в Sims. Я уже отличник. Я так понимаю, может на следующей неделе Марио спросит, мол, не хотите ли в универ? Кажется, в школе вы уже всех В смысле, мол, вы уже все знаете. В смысле, ты наслаждаешься едой вместо тренировки? Эй, хватит. Хотя, очень в его духе. Не, пока не в его духе. Он еще не гурман. Подожди, ты переоделся в цвета другой команды. Ты все время тренировался в золотом, а сейчас такой, знаете, я теперь за них. Марио. Хотели бы это сделать. Черт возьми. Я хотел бы это сделать, но мне нужно T-Pose пройти, которую я по своей тупости не выбрал. Я надеюсь, что мне позвонят еще раз, если я сейчас нажму на отмену. Я же забыл, как говорить. Пожалуйста, перезвони мне через недельку. Он сможет окончить досрочно, если... Все, супер, в любой момент. И да, видите, он хитрит на игре в футбол. Чисто Марио, хамелеон. Вот и команду поменял. С этого я до сих пор офигеваю. Эй, в смысле мы не повысились? Боже, эти тренировки с мячом меня просто убивают. Это самое худшее ежедневное задание. Тебе нужно раз 5 с кем-то потренироваться. Походу у тебя еще портятся отношения, потому что ты в глаз людям попадаешь, потому что они не профессиональный футболист, который умеет мяч ловить. И да, сейчас выходные, увидимся аж в понедельник. Приготовьтесь, будет хлопок. Не слишком длинная серия, кстати, но...
И все выходные Марио просто придумывал шутки, снимал веселые видосы. Было очень интровертно. Нужно немного выдохнуть перед тем, как мы покажем всем. И под покажем всем, я имею в виду покажем всем вот такую позу, пожалуйста. А еще на один из уроков нужно будет забить, потому что нас должны поймать и сделать нам выговор за то, какой плохой мы ученик, несмотря на то, что мы буквально гордость нашей школы. Марио футболист, хотя пока новичок в команде, но все равно он начинает этот футбольный путь, у него отличные оценки, он довольно популярен, он молодец, короче. О, Типолз, супер. Пожалуйста, да. Ну все, теперь вместо занятий зарабатываем тонны денег. Да, тренди. И да, я не буду преувеличивать, не буду выставлять за миллионы. Давайте так, 10 тысяч. Да, супер. Но сейчас занимаемся фигней. Учитель, поругай меня, пожалуйста, накажи меня. А, нужно же выбрать, оно же так работает. Точно. Потрясающая система. Директор сам продалбливается где-то. Эй, поругайте. Ты уборщица. Ты директор? Где прошлый директор? Тут каждую неделю новые директора, что ли? Так, эй, я хочу попасть в неприятности, пожалуйста. Мне больше нравилась та директриса. Этот какой-то пофигист. Получить выговор, попавшись на прогуле. Так, я прям приду в его кабинет. Эй, ты... Знаешь что, я буду прям просто дремать у тебя на стуле. А, дружелюбно нужно повести себя, окей. Почему в Sims так сложно быть плохим? Пожалуйста, ну сейчас-то хоть можно неприятности? Директор, иди ко мне. И ему плевать, он просто посмотрел унитаз и что? А, ну пожалуйста, поругай меня. Ладно, я отправляюсь на занятие. Подскажите, пожалуйста, как вот эту задачу выполнить? Есть. Я ничего не делал, меня просто остановили и такие, эй, все. Так, у нас, по идее, больше не осталось школьных задач. Кроме того, что кучу раз сделать домашку и вот тут вот немножечко. Все остальное так или иначе универское. И пока Марио отправляется отбывать свое наказание, можно дальше шарить, можно вообще до последнего идти. Гнем свою линию. Примерно как наша Ариэль вот в этом плейлисте. На Бусти есть ссылка. Спонсорам на YouTube тоже доступно. Там Ариэль, которая всеми сверхами была. Мы там вообще все посмотрели. Так что очень сильно советую глянуть. И в принципе разные бонусы есть на Бусти и у спонсоров на YouTube. Они одинаковые. Там просто способы оплаты разные, кому удобнее. То есть, например, вот эти имена в титрах это тоже часть бонусов. И... Ох, Марио отбывает наказание. Школа прошла безумно и разнопланово. Еще не вся, кстати. У нас следующая серия тоже будет частично школа. Но я думаю, мы будем приступать к универу. И да, мы аж не идем на футбол, потому что отбываем наказание. Никогда не стану капитаном команды. Зато стал производителем одежды. Здесь, в реальной жизни. Это влог. И да, как вам Марио, как персонаж? Просто очень хочется узнать.